Как так получается, что нарцисс выбирает именно тебя? Мне часто пишут подписчики, чаще все-таки женщины пишут, что я находилась в отношениях с нарциссом, только вышла из этих отношений, какие-то новые отношения, а потом оказывается опять этот мужчина нарцисс. Вот как так получается? После какого-то количества повторений уже, волей-неволей приходишь к мысли, что здесь какая-то есть закономерность. Почему именно ко мне? Как я их притягиваю? Почему они ко мне, как они меня находят? Меня зовут Евгений Масеев, я врач-психиатр, психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня мы с вами разберемся в том, какие механизмы неосознаваемые ваши могут как будто бы быть такими привлекательными для нарцисса. Почему вы привлекаете к себе людей с этой нарциссическими чертами личности. Я вам сейчас предложу 5 механизмов, которые вы, возможно, не замечаете. Это ваши такие автоматизмы, а нарцисс их сразу видит. Буду их называть, вы по ходу дела можете слушать и считать, сколько из них есть у вас. А в самом конце я вам расскажу, как взломать этот сценарий, перестать фонить такой виктимностью, жертвенностью, чтобы вы перестали быть такой потенциальной жертвой для нарцисса. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первый пункт — это амортизация чужого гнева. Это ситуация, когда вы ведете себя конформно, и когда вы замечаете близких людей, у которых как бы они не в духе, они вроде бы какой-то на конфликт куда-то собираются там вести, вы этот конфликт стараетесь на корню загасить. Вы сглаживаете углы, сластите пилюлю, как угодно можно сказать. Понятно, что корни идут в детство, ситуация, когда ребенок постоянно видел рядом с собой эмоционально не то что нестабильных, а родителей эксплозивных, эмоционально таких взрывчатых, которые в какой-то момент папа мог взорваться или мама могла взорваться, и ребенку нужно было как-то успокаивать, вести себя очень примирительно, как-то успокаивать людей вокруг себя, и в какой-то момент ребенок стал понимать, что ему получается эффективно успокаивать родителей какими-то мольбами, может быть, хорошим поведением, я не знаю, просто как-то таким умиротворяющим голосом, и ребенок присвоил себе такое качество, что я могу успокаивать других людей, то есть, соответственно, настроение других людей отчасти зависит от меня. И взрослая женщина может просто находиться в такой, это не иллюзия даже, в таком представлении, в ее мире настроение ее мужчины зависит от нее. Если он приходит какой-то угрюмый, значит нужно ему как-то погладить по шерстке, сказать правильные слова, чтобы его успокоить. В принципе, если это здоровые отношения, и у женщины есть такая способность как-то погашать эти взрывы мужчины, это, казалось бы, такое классное адаптивное качество. Но такие женщины могут привлекать к себе нарциссов, людей, которым важно получать от партнера, от жертвы, от своей нарциссический ресурс. Как только нарцисс замечает, что в любой ситуации, когда он как-то начинает показывать какое-то свое раздражение или еще что-то, вы его успокаиваете, он это неосознаваемо сразу прочувствует и начинает играть в эту игру с вами. То есть как только он скривил лицо, не знаю, что-то фыкнул, еще что-то, вы сразу начинаете его успокаивать, и все, он этим пользуется. То есть ваше это качество, амортизация чужого гнева, для нарцисса является такой ловушкой, мимо которой он просто мимо не может пройти. Он думает так: вот тот человек, который будет принимать меня постоянно любым, и мне не нужно для нее стараться. Для всех других во всем мире я стараюсь в обществе, я пытаюсь быть каким-то хорошим, а с ней могу показать свою какую-то самую худшую сторону, она все равно все компенсирует. Второй пункт — это нечувствительность к собственным красным флагам. Когда женщина занимается таким автогазлайтингом, то есть когда, скажем, мужчина в самом начале отношений что-нибудь какую-то шутку такую отпустил, женщине это не понравилось, ей это субъективно не понравилось, но она тут же начинает себя как-то убеждать, может, я неправильно поняла, может, мне показалось. То есть она занимается газлайтингом самой себя, и вообще мужчина об этом и не знает. Если бы она в этот момент сказала, что мне не нравится то, что ты сказал, то он мог бы, например, с одной стороны извиниться, либо он мог сказать, что ты просто шуток не понимаешь, сам бы начал ее газлайтить, тогда бы она понимала, я нахожусь рядом с человеком, с которым меня не хочет слушать, и тогда бы эти отношения, как-то бы, возможно, перестали бы дальше развиваться. А так женщина находится в этих процессах, она сама себе думает, что, наверное, я что-то себе поднакрутила, не так-то все и плохо. Естественно, что эти красные флаги, так называемые, они накапливаются, а женщина их все не чувствует и не чувствует. То есть тут же происходит такой идеальный матч, идеальное совпадение. Женщина в этой ситуации — это человек, скорее всего, с невротическим уровнем организации личности, а такие люди, как правило, когда в коммуникации есть какая-то ситуация конфликтная, вначале проверяют себя, думают, что может я что-то не так сказал, может это моя вина. А человек с ярко выраженными нарциссическими чертами, в этом примере мужчина, это люди с пограничным уровнем организации личности. А они по умолчанию всегда, когда есть какая-то конфликтная ситуация, прежде думают, что, наверное, другой человек виноват. Это он так поступил. Такой пример. Если два человека с невротическим уровнем организации личности
где-нибудь там, не знаю, на каком-то рауте вот столкнулись, они тут же каждый извинится. То есть по объективным причинам там никто не виноват, или даже один виноват больше, другой меньше, но они оба, каждый скажет извините. То есть каждый примет на себя какую-то ответственность. Если это будут два человека с пограничным уровнем организации личности, вот они где-нибудь там плечами столкнулись, и каждый другому, ты что ходишь здесь? То есть виноват изначально другой человек. Так вот, в ситуации, о которой мы говорим, получается, что женщина с невротическим уровнем организации личности, склонная к тому, чтобы брать всю вину, всю ответственность на себя по умолчанию, притягивает к себе мужчину с этими ярко выраженными нарциссическими чертами, который со своего уровня организации личности пограничного, естественно, что сначала по умолчанию всегда вину перекладывает на другого. И в этом плане у них идеальное совпадение. То есть женщина считает, что она всегда виновата и неправильно поняла. И мужчина считает, что женщина всегда виновата и она неправильно поняла. И в этом плане это просто идеальный союз. Ну, конечно же, я утрирую, потому что эта ситуация разрушительна для того, у кого более высокий уровень организации личности, в этом примере для женщины. Третье – это убеждение, что любовь нужно выстрадать. Такое бывает у женщин, которые, предположим, в детстве родители девочку любили, она любовь получала, но как-то вот редко, по праздникам, по особым случаям. Или потому что, не знаю, родители какие-то были там эмоционально такие неустойчивые, или они просто были очень заняты, они работали там какие-то в 90-е, там просто она мало их видела. Или там, какие-то, не знаю, болезни были, плохое там финансовое состояние, что угодно. В результате, когда девочка вырастает в женщину, встречает мужчину, мужчина женщину любит, свою любовь выражает как-то, скажем так, адекватно, заботится о ней, женщина не узнает, что это любовь. Ей кажется, здесь какая-то ловушка. Тут не хватает страданий, тут что-то не может просто так человек меня полюбить. Здесь, наверное, я что-то не вижу, это какой-то подвох. Если, предположим, этот мужчина из-за того, что женщина находится в таких каких-то смятениях, эмоциональных колебаниях, начинает отстраняться, в этот момент она как раз таки понимает, что он отстраняется, добавляется что ли страдания в эти отношения, она их узнает и все. Вот он для меня ценен, я его не отпускаю. То есть запускаются такие качели, маятник. Естественно, что это мужчина с условно здоровой психикой, то такой мужчина, такие отношения ему мало интересны, он, скорее всего, из этих отношений уйдет. А вот если мужчина с ярко выраженными нарциссическими чертами будет в отношениях с такой женщиной и увидит, что она запускает эти качели, для него это просто, это джекпот. Это просто то, чего он искал всю жизнь. Потому что для нарцисса очень важно играть в эти качели, только в этих качелях, конечно, управлять будет он. Поэтому, если у вас есть установка, что любовь нужно выстрадать, и вообще любовь связана с какой-то драмой, что за счастье нужно платить несчастьем, тут же, если тебе хорошо, тут же станет плохо. Если такая есть у вас в голове установка, с этим важно, конечно, поработать и избавиться от этого, потому что вы, собственно, себе не позволяете находиться в счастливых гармоничных отношениях. Они для вас сами по себе по умолчанию тревожный и опасный, хотя эта опасность, она только у вас в голове, в реальности ее нет. Четвертый пункт – это привычка быть понимающим контейнером. Контейнирование – это такой психологический термин, который означает ситуацию, когда один человек контейнирует эмоции другого человека. Если так по-простому говорить по-человечески, то это когда один человек выступает жилеткой для второго. То есть пришла, скажем, одна подруга к другой и начинает рассказывать свои проблемы, какие-то драмы, еще чего-то. А вторая ее слушает, понимает, поддерживает, но при этом сама о себе ничего не говорит. Она просто наполняет свой контейнер, так это и говорится. Стоит сказать, что в психологии эмоциональное контейнирование – это процесс, который, как правило, рассматривается в детстве, когда родители контейнируют эмоции ребенка, что очень важно. И бывает, что в терапии, когда психотерапевт может контейнировать в каких-то моменты эмоции клиента. В отношениях, так, чтобы один человек был контейнером другого человека, это дисбаланс. Если такое происходит, то вы же понимаете из аналогии с детско-родительскими отношениями или психотерапией, если в отношениях кто-то кого-то контейнирует, то это выходит человек в какой-то спасательской родительской позиции находится. Откуда это все берется? Часто бывает, если девочка в детстве часто сталкивалась с тем, что ей родители жаловались друг на друга, как очень часто бывает, вообще на свои проблемы. Бывает так, что женщины рассказывают, я когда была ребенком, то мама постоянно мне говорила, как ей тяжело работать, как у нее все болит, как там что-то, все свои проблемы ей вываливала. А что там с девочкой происходит, никто не спрашивал. Мама сама знала, ты голодная или там замерзла, и в общем, про истинные переживания ребенка никто не интересовался. И такая девочка вырастает в женщину, которая является таким понимающим контейнером. Как это связано с отношениями с нарциссами? Люди с этими нарциссическими чертами, особенно если это туда идет по типу скрытого нарциссизма все разворачивается. Это такой человек-жертва.
Человек, который получает ресурс нарциссический, то есть какое-то внимание он завоевывает тем, что я страдаю, у меня все не получается, я такой драматический, вот какой-то вот грустный. Знаете, это образ Байрона немножко здесь может как-то проскакивать. В отношениях мужчина может женщине рассказать, как его там бывшая жена и бывшие женщины все обманывали, какие они были нечестные, как ему там не повезло на работе, как его все не понимают. И женщина может, по аналогии с теми процессами, которые у нее в детстве как бы устоялись, начать его выслушивать, во-первых, и как бы, не знаю, как-то его помогать. Естественно, что в такой ситуации эти отношения изначально они не сбалансированы. Женщина, контейнер, в этой ситуации ничего не получает. Кто она такая вообще получается вроде как никому не интересно, потому что не она в роли контейнера не собирается тут вообще-то рассказывать что-то о себе. Ей важно выслушать другого, помочь другому. Ни мужчина как бы не собирается там о ней как-то расспрашивать, потому что у него же постоянно проблемы, которые гораздо важнее, чем просто ее какие-то там житейские там ситуации. Поэтому просто здесь вот надо понимать, нет ли у вас какой-то такой, знаете, злокачественной спасательности. Нет ли такой ситуации, что вы для всех своих друзей, подружек, там, родственников такая вот жилетка, что вы вечно придете на помощь всегда, без разговоров. И при этом как бы не совсем понятно, кому вы можете о себе рассказать, там, кроме, не знаю, может, кошки, собаки, там, своего дневника. То есть нет людей, которые бы вас выслушивали и вообще понимали, были участливы к вашим каким-то проблемам вообще или событиям житейским. Пятый пункт — это страх потерять лицо. Предположим, такая ситуация. Женщина находится рядом с мужчиной. Мужчина ведет себя каким-то образом так, что женщине это не нравится. Она, как я уже говорил в первом пункте, удерживает, не говорит, что ей это не нравится. Она терпит, надеясь, что я просто смогу это все вытерпеть. Но в результате она это терпит столько, что чаша вот этого терпения переполняется. Она взрывается и говорит ему: да сколько можно вот так со мной разговаривать. И она говорит это в сердцах, эмоционально, возможно, какими-то резкими словами. На что мужчина говорит: ты посмотри, ты же истеричка, ты же неадекватная, ты же сейчас кричишь, это все слышали, где-то там еще, знаете, где-нибудь на улице, посмотри, все обернулись там, неважно, обернулись или нет, но мужчина подчеркивает какое-то такое ненормальное, нетипичное для женщины поведение, которое он по факту сам и спровоцировал. Женщина попадает тут же в стыд и становится в этот момент очень податливой. Вообще, любого человека, если ввести в стыд, им можно манипулировать как хочешь. Все, что ты ему скажешь, он согласен сделать все, только чтобы избавиться от этого внутреннего стыда. Поэтому, если у вас есть вот такое комбо из двух вещей. Первое, это вы удерживаете собственное негодование, не говорите о том, что вам не нравится, терпите, и потом, когда чаша терпения переполняется, вы взрываетесь. И после того, как вы взорвались, вы тут же попадаете в стыд, то вы становитесь идеальной жертвой, идеальным претендентом для отношений с нарциссом. Вы таких людей к себе притягиваете. Потому что вообще есть люди, которые, например, да, пускай они удерживают, чаша терпения переполняется, они взрываются, потом человек взорвался, и он, понимает, что, я не идеальный, никто не идеальный, такая ситуация, не смог сейчас сдержаться, меня, с другой стороны, вообще провоцировали, или ситуация такая, в принципе, тоже к этому подталкивало. И люди не так сильно проваливаются в стыд. А есть те, кто долго терпит, потом он взрывается, проваливается в стыд, и из-за этого в следующий раз он будет дольше терпеть, потому что он не может себе позволить сказать о своем негодовании. Я чувствую, что если я сейчас начну об этом говорить, меня просто сорвет, я выскажу все, что думаю, а потом буду по этому поводу стыдиться. Тоже такие процессы, с которыми нужно работать, потому что иначе это просто не позволяет тебе вообще разговаривать нормально с другим человеком, не позволяет тебе проявлять такую здоровую экологичную агрессию в отношениях. И теперь главный инсайт. Почему это изучение нарциссизма, знаете, когда люди читают статьи, смотрят видео, изучают классификации, изучают, как там устроено это расстройство личности, какие типы и так далее. Все это изучение, по сути, предполагаемого партнера или бывших своих партнеров не приводит вас ни к какому успеху. Потому что, с одной стороны, здесь логика есть, потому что если тебе человек непонятен, ты находилась с ним в разрушительных отношениях, то понять, что там у него происходит в голове, логика здесь определенная есть. Но почему это не приводит к результату, к желаемому? Почему это не приводит к тому, что эта череда нарциссов в отношениях, она не прерывается? Потому что главная проблема — это не то, что происходит внутри человека с этими нарциссическими чертами. Главная проблема в этих психологических механизмах ваших и том, что они не всегда осознаваемы. Они часто формируются в детстве, рано автоматизируются, то есть становятся неосознанными. Это поведение, которое для нас кажется просто каким-то органическим, мы о нем не задумываемся. Эти механизмы, они, собственно, таких людей и привлекают. Я 5 пунктов вам сказал, там прямо рассказывал в каждом случае, почему для нарцисса это просто как не знаю, мед для пчел или... Очень сильно это привлекательно. Поэтому, если то, о чем я рассказывал, вам как-то оно отозвалось, что вроде что-то знакомое, что
Но настоящая любовь там должна быть немножко вот страдания. Если все слишком хорошо, вот это понятие вообще слишком хорошо, если оно слишком хорошо, то это как-то опасно. Если вы знаете, что у вас есть такое качество, что вы, как правило, гасите конфликт в самом начале, или что вы можете долго терпеть, у вас большая чаша терпения, или вы замечали, что иногда вот когда в какой-то ситуации взорвешься, то потом ходишь постоянно такой подавленный, то есть вот в стыде. Стыд не всегда как бы узнается как эмоция, но вот если вы внимательны к себе и понимаете, что есть эти проблемы, то с этим важно поработать. Как с этим работать? Ну, прежде всего, стоит перестать разгадывать эти тайные секреты души нарцисса и перевести фокус внимания с него на себя и работать с собой. То есть в рамках терапии можно разавтоматизировать вот эти вот дезадаптивные поведенческие стереотипы и как бы осознанно уже формировать новое поведение, которое будет для вас более адаптивным, а если так говорить по-человечески, приводящим вас к счастью, более здоровым. Ссылка для записи на мои консультации есть под этим видео. Я работаю с людьми из всех стран. Обращайтесь, будем с вами работать. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько из этих пунктов вы нашли у себя. Напишите цифру, мы сможем так вот свериться. Также можете поделиться своими историями, если вы когда-то находились в отношениях с нарциссом, где вы замечали, что вы как-то ведете себя против своих же интересов, где вы, так сказать, подыгрывали. Это очень важный такой момент рефлексии, и тоже вам буду благодарен, если вы поделитесь своим опытом. Если эта тема вам интересна, ставьте лайк под видео, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня, берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.